Это водоросль Ким. 12 пачек. А водоросли по вкусу как чипсы такие соленые. Вкусная, очень полезная. This is snack, right? Not snack. Together rice eating самдасу. 2 бутылки воды самдасу, которая именно минеральная вода с острова Чеджу. Только здесь добывается, говорит, что очень знаменит. Mainland this one bottle $2, but we are 6 pack by $3 because Jeju. Все с материковой части Кореи могут купить одну бутылочку такой воды за $2, но для тех, кто живет на Чеджу, они покупают упаковку из 6 штук за $3, да. Потому что жители Чеджу. Такумтang. Такумтang. Tang is cold soup. Kalbitang. Tang is soup. Soup. Okay. Tak is chicken. Home is beer. Beer? Bear. Bear. What? No. Inside? No. Only inside the chicken. Gomtang is very long time boiling make soup. Суп куриный. Сначала мне сказал, что там курица и медвежье мясо, но потом сказал, что пошутил, издевается. На самом деле это курица, которую очень долго варят, и вот вместе с этим бульоном и с луком такой суп. Разогревается просто пакет в кипяток, закипевшую воду ставится на 5-6 минут, и такой супчик кушается. Сагон гомтang. Сагон is from so many boiling. Сагон тоже означает, что очень долго вываривали. No have meat. No. Это без мяса, но тоже какой-то суп, который долго вываривалось. Вот что-то. What is ingredient? Cow bone. Кости, говяжьи кости долго варились. Сейчас такой суп, но мяса именно нет. Здесь только вот этот бульончик с луком. Также пакет погружается в кипящую воду 3-4 минуты и готов суп. We are 24 hours like boil. 24 hours boil. Говорит, что кости 24 часа варятся. Еще один такой же пакет. Seolleongtang is similar and inside. Этот супчик это то же самое. Говяжьи кости, которые 2 часа варились, и еще есть мяско. Кусочку, другой чуть-чуть. Myeokguk. Myeokguk is birthday soup. Myeokguk. Суп, который едят на день рождения. Это суп с водорослями. Очень знаменитый суп. Я еще не пробовала. Интересно, какой он, потому что вроде бы всем очень нравится. Суп с водорослями. Обычно на день рождения. Но вдруг у кого-то день рождения случился карантин. Так хотят праздновать можно. Maybe some people quarantine time birthday have, right? Yes, maybe. Government so very care. Yeah. Беспокоится правительство. И еще очень похоже немного спайси. Чуть-чуть острый. Ну, для них чуть-чуть, для нас это вообще огнедышащий дракон. Тоже суп с уже красным перцем, говядиной. Not K. 6 ingredients. Yubi 6. Юбки 6 штук. И такой же еще один. Шинрамен. Шинрамен. Очень острая. Для меня вообще. Ну вот и упаковка красная. Лапша быстрого приготовления. Короче, еще один огнедышащий дракон. Внутри 5 упаковок. Заливается кипятком. Еще можно проварить минуты 3 или просто настоять. В общем, не советую добавлять весь соус, потому что очень остро. И таких 3 пакета. Это я должна умереть. Тюна. Так, а это консерва тунец. 2 обычных, 1 острый. Тунец, кусочки в соусе. This olive? В собственном соку, я думаю. 2 в собственном соку и 1 с перчиком. This is spicy. Тунец 1? Вау. It is 3 cookies. 1 тунец. И рис. Вот риса. Вот 4 таких упаковки. Разогревается рис в микроволновке, но он такой очень липкий, хорошо поддевается палочками.
Я пробовала. В общем-то, очень даже неплохой рис. И быстро готовится. Но, во всяком случае, у нас вкус отличается. Этот более вязкий, так жевательный, разжевывает. А его очень удобно. У нас все-таки, не знаю, мне кажется, более суховатые, рассыпчатые. Таких 2 упаковки. 3. Рис всему голова. То есть корейцы 3 раза в день едят рис. Все сочетается с рисом. Макароны, суп. В общем, если в еде не было риса, считай, не поел. 2 значения. Как рис и как еда. Основной как бы ингредиент вообще многих блюд. И основной ингредиент это основное, что они едят каждый день. 3 раза в день. Yes, right. But better less. Но по чуть-чуть, говорит, потому что рис это тоже много протеина и Two достаточно калорийный. Поэтому они едят маленькими порциями. Говорит, что на 2 недели карантина, это 14 дней, а здесь как раз 12. Он говорит, что 3 каждый день, 3 таких, и потом без риса жить. Что же делать? Last summer, current time, more big. Говорит, что в прошлый раз, когда он был на карантине летом, еды было гораздо больше. Это сейчас правительство сократило паёк, не хочет давать слишком много еды. Maybe I'm putting on people. No. In winter time, I say. Я говорю, может, иностранцам не хотят просто их хорошо кормить. Он говорит, нет, и зимой тоже было гораздо меньше еды. Это только вот прошлым летом, когда был разгар коронавируса, они действительно оказывали поддержку, привезли много еды, и тогда более строго контролировали самоизоляцию. Сейчас уже не так часто ездят, не проверяют, сидишь ли ты дома на изоляции или нет, но в общем, поспокойнее относятся. Но что мне говорит Илхам, и с чем я согласна, это то, что в Корее, благодаря этим жестким правилам соблюдения самоизоляции, носения защитных масок, все-таки заболевших очень мало. То, что неприятно, еще не самая легкая болезнь в плане бюджета семейного. Очень дорого обходится лечение, препараты дорогие, особенно если в средней и тяжелой форме проходит заболевание, поэтому лучше, конечно, не болеть. И в этом плане корейцы молодцы, что у них очень мало заболевших, и благодаря вот таким поддержке правительства и таким правилам, которые они все соблюдают. Да. Правительство, они уверены, что обязательно есть какие-то друзья или семья, которые, если еда закончится, поддержат и доставку закажут, как бы не бросились в еде. Говорит, что может отличаться вот этот паёк или, так скажем, посылка для поддержки того, кто на самоизоляции, в зависимости от города, региона. В Сеуле может быть совсем другой набор, но это какие-то обязательно обычные для корейцев продукты, то, что все кушают. Рис обязательно будет в пайке, но как бы остальная часть может немного отличаться. Еще покажем, какие набор санитайзер, в общем, набор для гигиены. Тоже правительство привезли мне в самый первый день. Что вот в первый день изоляции приехали с правительством и передали мне такой пакет с тем, что я сейчас покажу. Самоизоляция, то, что мне может понадобиться. И какое-то письмо. 2 недели они отмерили, и 4 мая написано в 12 часов дня я могу выходить. Вот такая бумага. Это я подписала, что я такую же бумагу, как вторая, я подписала о том, что я согласна на карантин. Special document. И какой-то особый документ, о чем он сейчас расскажет. Maybe you break rule, 1 year go to prison. Здесь говорится, что если нарушаются карантинные правила, то год тюрьмы за это. No visiting today. Hi, I'm here to surrender. $10,000. Или $10 000 штраф. То есть можно откупиться от тюрьмы, но сумма не маленькая, $10 000. На 10 страниц с устрашающие требования напечатали.
Korea government already like many papers, many Yeah, documents. document. We are very like. Все записывают, очень все подробно документируют, обожают. You don't go outside. Первое, вы не входите на улицу. То есть основным правилом является то, что вы не контактируете с людьми, которые, может быть, доставку привозят, или с теми же чиновниками, которые приезжали. Они только оставляют у двери входной все, что привезли. Но при этом я помню, что я вышла встречать одного из них, который еду вот привез. Поздоровалась, а он мне говорит: внутрь зайди. Оставил коробку перед дверью, только когда я зашла внутрь, на таком почтительном расстоянии от меня держался. And Очень часто протирать руки, так, чтобы вас просто, не знаю, кожа сухой стала, убила коронавирус. Маски носить, не знаю, они, наверное, корейцы носят в машине, например, видела из окна двое едут в машине, закрыта машина, они оба в масках. То есть и дома многие, наверное, не знаю, ходят в масках. Я не хожу. Маска на самом деле очень после перелета мне сдавливала уши. И какое-то время была такая неприятная боль из-за этих резинок. Есть и маски, видимо, на случай того, что вы все кого-то сконтактируете. Вот 3 маски, какие-то с 4 фильтрами, с 3. How many filters? 2 or 3? filter. Мгм. 4. Да, с 4 фильтрами защиты, то есть не то, что коронавирус, вам вообще дышать будет в этой маске сложно. 3 более серьезные, скажем, и набор. И что очень важно, вот в этом документе описываются, какие пакеты для утилизации дает правительство и зачем все это нужно. Только отходы, пищевые отходы, такие маленькие желтые пакетики. Значит, мы пищевые отходы кушаем, пищевые отходы в желтый пакет, накопилось много желтых пакетов, большой белый пакет. Остальные отходы это типа израсходованных масок, каких-то, то, к чему вы, не знаю, прикасались, то, что использовали, вот не еда, коробки, что-то еще, вот в большой оранжевый пакет, это свидетельствует то, что какая-то опасность. То есть этот человек болел коронавирусом, значит, этот пакет, там его отходы для других, например, я не знаю, может, на сортировочной станции, там, где сортируют мусор, сортировать ваш мусор как бы с осторожностью, может быть, в каких-то костюмах. После выхода из карантина такие оранжевые пакеты больше не будете использовать. Maybe this is inside here. Sanitize inside. Еще надо попрыскать санитайзером пакет. Телефоны, горячая линия, поддержка. Если у вас вдруг температура. Temperature check. Еще прямо в аэропорту я установила приложение, в котором мне нужно трекать свою температуру и самочувствие, отмечать, нет ли у меня там лихорадки, боли в горле, еще чего-то, каких-то других симптомов, кашля в приложении on my cell phone. Я это все отмечаю. Для того, чтобы измерить температуру, они выдают этот термометр такой электронный. Термометр потом мне возвращается, вернее, до нас. Последний день или предпоследний день карантина они придут и заберут термометр, еще какие-то там будут бумаги или что, я уже не помню. В общем, вот такое приложение для самоизоляции, в котором вот написано провести самодиагностику. Когда подходит время, я 3 раза в день отправляю сведения о своем самочувствии. И там мне нужно отправить сведения, как бы кружочек красный, это значит приходит уведомление, сигнал о том, что мне нужно сообщить данные. Russian language. Что очень интересно, что можно это приложение на русском установить, вообще языков много, там испанский, французский, английский, какой удобнее, и все 2 недели я должна отмечать. И обязательно в последний день, вообще, говорит, за день до окончания карантина придут, заберут, например, термометр и могут тест на дому забрать материал из носа и из носоглотки. Обязательно нужно получить отрицательный тест на коронавирус по окончанию карантина. Еще одна проверка. Либо они могут so many. Или share.
Либо они могут назначить время и место этого теста в госпитале, в какой-то лаборатории уже после окончания карантина, но сдать тест еще раз придется. Thank you, Korea. Jeju government. Да, спасибо, благодарить правительство. Надо отметить, что у нас вообще бы так не позаботились в Украине о тех, кто на самоизоляции или, не дай бог, болеет. Правительство Кореи выделяет на это деньги и поддерживает жителей. Это очень хорошо. Хорошо. Да, Да. я согласен. Я согласен. Спокойной ночи. Пока. Пока-пока.